США в эти дни проходят выборы во Всемирный сионистский конгресс, высший законодательный орган Всемирной сионистской организации. Всемирный сионистский конгресс, ВСК, играет роль некого всемирного еврейского парламента. Среди его делегатов 38% мандатов зарезервировано за представителями политических партий Израиля, 29% за представителями сионистских организаций США. Оставшиеся 33% мандатов распределяются по остальным странам с учетом численности еврейского населения. В студии со мной член исполкома Совета директоров Всемирной сионистской организации, экс-декан Московского мединститута, врач и бизнесмен доктор Дмитрий Щиглик. Доктор Щиглик, добрый вечер. Первый вопрос. Проведение выборов во Всемирный сионистский конгресс за 3 недели до парламентских выборов в Израиле – это совпадение? Это совпадение, но задача одна. Какая же? Не пустить русских во власть. Вы действительно считаете, что у нас пытаются не пустить русскоязычное население к власти? У вас точно. И у вас также. И у нас точно. А почему? Ну, дело в том, что если взять русскоязычную еврейскую улицу в Америке, то она абсолютно зеркально противоположна американской улице. 90% это правые, которые строго поддерживают Израиль. А американская еврейская община, она немножко другая, она более левая. Я бы не хотел бы ее ругать, потому что у меня много друзей американских евреев, которые абсолютные сионисты за Израиль. Но когда идут пропалестинские организации, очень много евреев среди них и так далее, и так далее. И вот, конечно, когда мы вышли на выборы очень мощно, это, заставило их задуматься, и нам начали ставить всякие перепоны. И это нелегко. Но, тем не менее, мы думаем, что мы расширим русскоязычную улицу во Всемирной сионистской организации, в частности, в Конгрессе, и будем добиваться, прежде всего, это поддержка Израиля. А уже как, это детали. А как, кстати, проходят эти выборы? Выборы проходят по всей Америке через интернет. Может проголосовать каждый человек, который еврей, и который признает Иерусалимскую декларацию. Вот. $10 стоит голос, что человек платит $10, подтверждает, что это он, и голосует. Хорошо, кто имеет право баллотироваться? Баллотироваться имеют право все, кто хочет быть в авангарде сионистского движения. У нас создан список из 70 человек, которые возглавляем мы, лидеры американского форума русскоязычных евреев, а вернее, правильно, американского форума за Израиль. Вот так мы так стоим и призываем всех голосовать за американский форум за Израиль, потому что мы уверены, мы уже на деле доказали, все, что мы делаем за Израиль. И когда здесь бомбили, мы все приехали, я имею в виду лидеров, и работали здесь грузчиками, работали здесь помощниками грузчиков, потому что в бой нас не пускали. Вот инициатором был Миша Юданин, который приехал, он воевал в Афганистане, он думал здесь тоже воевать. Ему сказали: хочешь помогать, грузи. Когда мы договаривались о вашем приходе к нам на программу, нам прислали информацию как о вас, так и о предстоящих выборах, точнее, тех выборах, которые сейчас проводятся. Так вот, среди прочего, там было указано, цитирую: «Впервые в этих выборах принимает участие и имеет большие шансы на успех список русскоязычных евреев в США». Почему впервые? Нет. Не впервые. Вот то, что я сейчас прилетел на работу Совета директоров и исполкома Всемирной сионистской организации, говорит о том, что мы уже не впервые. Мы избирались и неоднократно, но нас каждый раз обрубали. Например, в прошлых выборах нам не засчитали 5000 голосов, а это 5 делегатов. То есть у нас не было опыта, и мы мало прорывались. Сейчас мы организованы очень правильно, и нас будет трудно зарубить, потому что мы делаем все правильно. А что говорит о высоких шансах на успех? Помимо того, что высокая организация выборов со стороны русскоязычных евреев в Америке. И, в общем-то, американский форум за Израиль показал, что может работать. Сколько вообще русскоязычных членов ВСО существует? На данный момент сколько? На данный момент, если взять, смотрите, есть из России, из Украины, они русскоязычные, но в частности из Америки, в исполкоме 3 человека. То есть это в процентном соотношении со всеми остальными? Это ничего. Всемирная сионистская организация. На что влияет, на кого влияет? Какие вопросы может решать эта организация? Вы тут, кстати, очень правильно сказали, что это Всемирный еврейский парламент.
И это Всемирная сионистская организация, которая была создана Герцелем для построения и создания государства Израиль. Это сделано. А сегодня мы ставим перед собой задачи сохранить Израиль сильным государством. Ну, в Израиле это непонятно, потому что в Израиле все живут в Израиле, есть государство, все в порядке. А вот евреи, которые живут в диаспоре, четко осознают, что есть земля. Только у евреев есть земля, где их всегда ждут, и без всяких условий они могут приехать, мы можем приехать и жить здесь. И, в общем-то, даже те, кто не осознавали это, например, евреи Европы, сегодня едут большими числами в Израиль, потому что там горит земля под ногами. А евреи Америки давно это осознали, еще в 91 году, когда там был погром. Нам нужно все равно объединяться вокруг Израиля, и неважно где мы, надо укреплять Израиль, потому что, в принципе, наше место здесь. И многие едут из тех, кто уехал вначале в Америку, в Европу, приезжают в Израиль. Поэтому задача одна, все равно это наша земля, и нам, то есть, нужно иметь тыл. Это очень важно. Вы считаете, что если количество русскоязычных членов в Всемирном сионистском конгрессе увеличится, это в корне исправит ситуацию? Абсолютно. Это придаст более правое крыло усилит. Потому что Всемирная сионистская организация решает массу вопросов, которые люди даже не знают, что это Всемирная сионистская организация решает. И по поводу опреснения воды, и по поводу посадки деревьев. Масса программ воспитательных, образовательных и так далее, и так далее. Но самое главное, это объединение евреев и диаспоры, и Израиля. Потому что очень многие в Израиле говорят: о, вам там хорошо в Нью-Йорке быть сионистами. Может быть, и хорошо кому-то в Нью-Йорке, и так далее, и так далее. Но сионисты в Нью-Йорке просто осознают, что тыл у них здесь. Ну, интересно. И наблюдают за ситуацией со стороны. Спасибо большое, доктор Нет, это Дмитрий неправда. Щеглин. Сионисты не наблюдают со стороны. Когда здесь плохо, мы всегда приезжаем. И чем можем, тем помогаем. Что тоже хорошо. Всегда вас ждем. Спасибо большое, доктор Дмитрий Щеглин. Вам спасибо.